Всем привет! Настала пора собирать урожай красной смородины. Из нее можно сделать замечательное желе, компот или сок, а также вкусное вино. Именно этот напиток я буду готовить. На 5 кг ягод надо 5 литров воды и 2 кг сахара. Ягоды нужно собирать в сухую погоду, чтобы они не были мокрые. Мыть их нельзя, чтобы не смыть живые дрожжи со шкурки плодов. Именно они вызывают процесс брожения вина. Смородину нужно только перебрать, чтобы не попадались листочки, грязные и порченные ягоды. Готовим сироп. В нагретой до 25-30 градусов воде растворяем половину объема сахара – 1 кг. Плоды нужно размять любым удобным для вас способом – руками, толкушкой или блендером. Далее смешиваем их с сиропом. Посуду лучше взять эмалированную, стеклянную или деревянную, в крайнем случае пластмассовую. Накрываем марлей, чтобы насекомые не влезли, и оставляем на 3-4 дня при температуре 18-23 градуса. Шкурки ягод, то есть мезга, будут всплывать на поверхность жидкости и образовывать шапку. Ее нужно топить и перемешивать 1-2 раза в день, чтобы мезга контактировала не с воздухом, а с суслом, то есть жидкостью. Посуду лучше заполнять не более чем на 3/4 объема, иначе мезга будет слишком высоко подниматься и испачкает ткань, как у меня. Я этого условия не сдержала. Через 3-4 дня смесь начнет шипеть. Это признак нормального процесса брожения, и пора сусло отделить от мезги. Процеживаем ее через марлю и отжимаем. С этим этапом лучше не опаздывать, иначе вместо вина получите уксус. Вино заливаем в вымытую и просушенную банку. Горлышко закрываем гидрозатвором или проколотой резиновой перчаткой. Посуда должна быть заполнена не более чем на 75%, потому что будет образовываться пена. Далее вино должно бродить от 20 до 45 дней при температуре 18-28 градусов в темном месте. Признаком брожения является надутая перчатка или пузырьки в гидрозатворе. Это объясняется тем, что сахар превращается в спирт и углекислый газ. Газ надувает перчатку и выходит через дырочку, а воздух внутрь не проникает. То же самое в крышке гидрозатвора. Защита от воздуха и выход пузырьков углекислого газа. Через несколько дней перчатка может сдуться. Это означает, что весь сахар переработан в спирт и брожение прекратилось. Именно поэтому на 5-й день добавляют еще 500 грамм сахара. Для этого сливают немного вина в отдельную посуду. Мой бутыль слишком тяжелый, я не уверена, что при этом не разолью вино, поэтому перецежу с помощью трубочки. Всыпаем в банку сахар и растворяем. Заливаем раствор обратно в бутыль с вином и одеваем перчатку. Через некоторое время она надулась, значит, брожение возобновилось. На 10-й день добавляем еще полкилограмма сахара таким же способом, как и 5 дней назад. Когда стадия активного брожения завершится и даже добавление сахара этот процесс не возобновит, на дне будет слой осадка. Он образуется при отмирании и опускании на дно бактерий брожения. А погибают эти бактерии, когда вино набирает крепости 15 оборотов. При этом вино очищается и осветляется. Теперь пора избавиться от осадка, чтобы он не испортил вкус вина. Заранее ставим посуду на краю стола, чтобы осадок успел осесть после передвижения банки. Сливаем молодое вино с осадка через трубочку в другую, чистую и сухую посуду. Вино надо попробовать. Если солода не хватает, добавляем сахар по вкусу. Когда вино набирает достаточной крепости, сахар уже не будет перерабатываться в спирт, а полностью остается в вине. И теперь можно окончательно определиться со сладостью напитка на ваш вкус. Любители крепленого вина могут добавить водку или спирт. Опять надеваем на горлышко перчатку. Начинается стадия тихого брожения, которая длится минимум 50-60 дней. Но можно держать и год. Посуду с вином надо поставить в подвал или погреб с температурой воздуха 10-16 градусов. В это время вино созревает и может снова выпасть осадок. Поэтому надо каждые 20 дней проверять и, при наличии осадка, переливать напиток через трубочку в другую емкость. Таким образом, вино еще более очищается и осветляется.
когда этот период выдержки завершится и осадок больше не будет появляться, вино можно перелить в бутылки и закупорить пробками. Хранят вино обычно в лежачем положении при температуре 6-8 градусов. Напиток готов. Вино получилось рубинового цвета, полупрозрачное и полусладкое. Домашнее и натуральное вино из собственных ягод всегда будет цениться на праздничном столе. Желаю вам вкусного вина, спасибо за внимание и до встреч в новых видео.